Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу, как приготовить разные блюда с блинами. Рецепты все разнообразные и несложно готовятся. Каждое блюдо вкусное по-своему. Пробуйте и готовьте. Я думаю, вам тоже понравятся такие рецепты. Первыми приготовим самые вкусные блины с творогом и изюмом. Нежная творожная начинка с изюмом и ароматный блинчик понравится всем детям и взрослым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для блинов. Рецепт очень простой и получается всегда. Этот же рецепт блинов я буду использовать во втором и третьем блюде. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 г муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовых ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть 15-20 минут. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Готовим творожную начинку. 100 г изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами. В измельчитель кладем половину творога, так как за один раз все не помещается. Разбиваем 1 яйцо. Насыпаем половину сахара и добавляем ванильный сахар. Все измельчаем до однородной массы. Точно так же измельчаем вторую часть творога. Обе части творожной начинки перекладываем в миску и все перемешиваем. Всего для начинки понадобилось 500 г творога, 2 яйца, 4 столовых ложки сахара и 10 г ванильного сахара. Начинка готова. Берем один блин и смазываем его приготовленной начинкой. Для одного блина понадобится примерно 1 столовая ложка творожной начинки. Сверху начинку посыпаем изюмом. Блин с начинкой сворачиваем в рулет. Таким методом начиняем все блины. Также на моем канале есть и другие рецепты блинов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Начиненные блины разрезаем пополам. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В форму выкладываем начиненные половинки блинов рядами. Каждый последующий ряд кладем на предыдущий. Размер моей формы 24 на 32 см. Готовим заливку для блинов. В миску наливаем 200 мл сливок. Разбиваем 1 яйцо. И насыпаем 2 столовые ложки сахара. Все перемешиваем венчиком до однородности. Приготовленную заливку выливаем на блины. Я использую сливки 33% жирности, но можно взять и менее жирные. Форму накрываем фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем примерно 30 минут. Спустя 30 минут снимаем фольгу и печем еще 10 минут, чтобы блины подрумянились. Готовое блюдо достаем из духовки. Сверху по желанию блины посыпаем сахарной пудрой. Блины с творогом и изюмом в духовке получились вкусными, нежными и ароматными. Это блюдо понравится всем своим красивым видом и незабываемым вкусом. Очень рекомендую приготовить такие блины.
Вторыми приготовим блины по-мексикански. Очень вкусное и сытное блюдо, которое понравится всем. Отлично подходит для обеда, ужина или на перекус. Блины готовим по рецепту из первого видео этой подборки. Готовим начинку. Одну большую луковицу нарезаем кубиками. Лук кладем на горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Пассируем до золотистости. К луку добавляем чеснок через пресс. Пассируем все вместе еще полминуты. Сюда же в сковороду добавляем 350 грамм фарша. Перемешиваем и жарим фарш, периодически перемешивая примерно 5-8 минут. Фарш должен поменять цвет. К фаршу с луком насыпаем 200 грамм замороженной кукурузы. Перемешиваем. Замороженную кукурузу можно заменить консервированной. Все солим по вкусу. Насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. И добавляем 2-3 столовые ложки томатного соуса. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. Начинка готова, снимаем ее с огня. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Начиняем блины. Берем один блин и выкладываем на него примерно 1 столовую ложку начинки. Сверху посыпаем тертым сыром. Заворачиваем края блина с 2 сторон и скручиваем. Таким методом начиняем все блины. Этого количества начинки хватает на 25 блинов. В миску разбиваем 2 яйца и взбиваем их вилкой до легкой пены. Начиненные блины сначала обмакиваем в яйце, а затем в панировочных сухарях. Сразу же кладем их на разогретую сковороду с растительным маслом. Когда блины поджарятся с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые блины снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Таким методом готовим все блины. Готовые блины подаем на стол в горячем виде. Блины по-мексикански получились очень вкусными и сытными. Такая немного необычная начинка приятно вас удивит своим оригинальным вкусом. Очень рекомендую их приготовить. Третьим приготовим целый блинный пирог с грибами. Такое блюдо получается очень вкусным и отлично подходит для ужина всей семьей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Блины готовим по рецепту из первого видео этой подборки. Теперь приготовим грибную начинку для блинов. Одну большую луковицу нарезаем четверть кольцами. 600 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На горячую сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на самом большом огне до испарения всей жидкости. Когда жидкость испарилась, наливаем в сковороду немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Все грибы обжариваем до готовности лука. Грибы солим по вкусу. И перчим. Все перемешиваем. На грибы насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки и хорошо перемешиваем. Сюда же наливаем 200 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем, пока сливки не загустеют. Начинка готова, снимаем ее с огня и оставляем остывать. Начиняем блины. Кладем блин и на него выкладываем с одной стороны примерно 2 столовые ложки грибной начинки. Сворачиваем блин трубочкой. Так начиняем все блины. У меня начинки хватило на 8 блинов. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В нее по кругу выкладываем начиненные блины. Для формы диаметром 22 см понадобилось 8 начиненных блинов. Если ваша форма больше моей, то количество начиненных блинов можно увеличить, положив в них немного меньше начинки.
Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 3 яйца и наливаем 150 мл молока. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем венчиком до однородности, не взбивая. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Приготовленную заливку выливаем на блины в форме. Сверху все посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Блинный пирог с грибами получился вкусным и сытным. Готовится из самых доступных продуктов и получается всегда. По желанию грибную начинку можно заменить любой другой по вашему вкусу, например, мясной или творожной. Четвертыми приготовим маковые блины с творогом. Такие блины получаются очень красивыми и нежными. Мак придает блинам особый шарм, а творожная начинка с ароматом цитрусовых дополняет неповторимым вкусом. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 грамм муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. В самом конце добавляем в тесто 2 столовых ложки мака и опять перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15 минут. Пока настаивается тесто, приготовим творожную начинку для блинов. С одного лимона снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только желтую часть, белую снимать не нужно, так как она будет горчить. В чашу измельчителя кладем полкилограмма творога. К нему насыпаем 8 грамм ванильного сахара и 3 столовых ложки сахара. Сюда же добавляем цедру лимона. Все измельчаем до однородности. Если творог сухой, то в него можно добавить 1-2 столовые ложки сметаны. Сладость начинки регулируйте по своему вкусу. Если нет измельчителя, творог можно перекрутить через мясорубку или протереть через сито. Начинка должна получиться не жидкой, чтобы ее легко можно было намазывать на блины. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Начиняем блины. Берем блин и кладем его красивой стороной с маком вниз. Сверху намазываем творожную начинку по всему блину. По желанию в начинку можно добавить изюм. Сворачиваем блин трубочкой. Так начиняем все блины. Маковые блины с творожной начинкой получились вкусными и нежными, с приятными цитрусовыми нотками. Готовятся они несложно и достаточно быстро. Процесс жарки блинов можно значительно ускорить, если жарите их на 2 сковородах сразу. Приготовьте такие блины и порадуйте своих родных и близких. И последним приготовим любимое блюдо моих детей – аппетитные шоколадные блины с творогом, кокосом и ароматным малиновым джемом. Готовятся они так же просто, как и обычные блины. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим блины. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1/3 часть чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Все перемешиваем до однородности. Сюда же наливаем примерно 200 мл теплого молока. Опять перемешиваем. В миску просеиваем 150 грамм муки и 20 грамм какао.
Для этого теста муку не обязательно просеивать, а вот какао нужно просеивать всегда, так как оно будет крупинками в тесте. Все перемешиваем миксером. В приготовленное тесто наливаем оставшиеся 200 мл теплого молока и перемешиваем. Всего для рецепта понадобится 400 мл молока. В самом конце в тесто добавляем 2 столовые ложки растительного масла, чтобы блины не прилипали к сковороде. Опять перемешиваем. Готовому тесту обязательно даем отдохнуть примерно 15 минут. Тесто отдохнуло, жарим блины. Разогретую сковороду перед первым блином смазываем растительным маслом, дальше сковороду смазывать не нужно. Каждый раз перед тем, как взять блинное тесто, его нужно немного перемешивать. Выливаем тесто на сковороду и равномерно его распределяем по всему дну, наклоняя сковороду. Готовим блины на огне чуть меньше среднего. Когда блин приготовится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Обжариваем еще полминуты и снимаем на тарелку. Таким образом готовим все блины. Если тесто у вас получилось слишком густым, то можно добавить еще немного молока или воды. И наоборот, если тесто жидкое, то нужно добавить еще немного муки. Из этого количества теста у меня получилось 15 блинов. Готовим начинку для блинов. В чашу измельчителя кладем 800 грамм творога и насыпаем 4 столовых ложки сахара. Измельчаем до однородности. Если творог сухой, то нужно добавить 1-2 столовые ложки сметаны. Все измельчаем до однородной массы. Готовую творожную массу перекладываем в миску. К творогу насыпаем 80 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем. Начинка готова. Начиняем блины. Кладем блин и смазываем его творожно-кокосовой массой. Сверху с одного края блина полоской кладем 1 столовую ложку малинового джема. Сворачиваем блин. Так начиняем все блины. Готовые блины разрезаем пополам. Выкладываем на тарелочку. Сверху блины для красоты можно немного посыпать кокосовой стружкой. Шоколадные блины получились очень вкусными и необычными. Ароматные шоколадные блинчики с нежным кокосово-творожным кремом и приятной кисло-сладкой малиновой начинкой никого не оставят равнодушными. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравились такие рецепты с блинами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.